Такой вот МАН к нам приехал. МАН Евро 6. TGX 18460. Будем доставать отсюда двигатель и будем пробовать ставить сюда Евро 5 вместо Евро 6. Что получится, будем смотреть. Вот, соответственно, у них была проблема именно попадания газа в систему охлаждения. Они предположили, что это вот этот вот интеркулер, который был успешно заменен, но результатов он не принес. Соответственно, клиент психанул и сказал, будем снимать, менять. Открутили патрубки, открутили корпус воздушного фильтра, сняли. Дальше мы снимаем траверсу. Вот эту траверсу. И у нас тут интересная одна особенность. И что меня тут поразило, новые гайки, усовершенствованные. Вот как можно, оказывается, траверса может держаться. За место гаек просто хомуты. Ну, один болт с гайкой остался. А здесь просто хомуты и все. Траверса держится и все. Интересно. Так, отсоединили мы все, что возможно. Трубки охлаждения, ГУР, топливную. Также мы открутили болты, поднимаем двигатель. Так, друзья, сняли мы двигатель. Вот он у нас стоит вместе с коробкой, достали. Теперь наша задача отстегнуть коробочку от двигателя и снять головку блока цилиндров, посмотреть состояние гильзопоршневой группы. Подробно показывать не буду, у меня есть видео, где снимается голова с такого двигателя, также есть видео подробное снятие двигателя с автомобиля, поэтому в этом видео все ускоренное и укороченное. В основном только суть того, что у нас тут будут какие неисправности и то, что мы будем менять на Евро 5, что для этого тут надо. А на этих моментах, соответственно, не буду останавливаться поподробнее. Все остальное, обзоры, не обзоры, этого достаточно, я думаю, в интернете. Так вам визуально покажу, как он выглядит.
Здесь у нас коробка сканевская стоит, хотя написано MAN. Вот это по факту это сканевская коробка с ретардером и с охлаждением. Вот, из-за этого у нас немного будет трудностей, я думаю, но будем решать, как подружить эту коробку с двигателем Евро 5. Вот, самая основная будет проблема. Была бы здесь коробка другая, было бы гораздо проще. Коробка MAN. Выжимной сканер. Корзина MAN. Выжимной сканер. Приступаем. Наша задача теперь снять головку блока цилиндров. Мы сейчас снимем турбинки две. Снимем все, что нам мешает, то есть открутим здесь крутим проводочку и так далее. Ну, сейчас я все разберу и покажу, до какой степени это разобрал по навеске, прежде чем снимать ГБЦ. Так, друзья, вот мы обвязали, открутили все, что нам мешало для снятия ГБЦ. То есть сняли одну турбинку, открутили вторую, открутили болты здесь. Открутили впускной коллектор. Смотрите, сколько здесь нагара. Открутили трубки с топливной рампы. Также датчики сняли с рампы, с наддува. Все, теперь мы поднимаем клапанную крышечку. Откручиваем болты ГБЦ. Вроде выглядит неплохо. Распредвал здесь с наставными этими кулачками, то есть на шлицах установлены, пустотелый распредвал. Поднимаем головку блока цилиндра. И видим, у нас вот этот пятый клапан, ой, пятый цилиндр, весь в антифризе. Соответственно, здесь у нас имеется трещина, с которой, вероятнее всего, течет антифриз. То есть вся проблема заключалась, это треснутая голова. Теперь объясню пояснение. То есть машина приехала с тем, что у нее газы. Разбираться не хотел, не стал. Так, и вот у нас на гильзах имеются следы. Сюда попадал антифриз, он с этим работал.
У них была проблема именно в этом цилиндре. Трещина и попадание газа в систему охлаждения. Они предположили, что это вот этот вот интеркулер, который был успешно заменен, но результатов он не принес. Соответственно, клиент психанул и сказал, будем снимать, менять. Вот. Но на данный момент мы сейчас ему озвучим, что у нас проблема найдена, это головка блока цилиндров. По гильзопоршневой здесь все хорошо, кроме того цилиндра 5-го. Возможно, что и восстановим. Будем разговаривать. И сколько здесь нагара. Это все ЕГР. Дает о себе знать. Вот так вот он работает. Итак, головку мы сняли. Далее мы снимем сейчас всю навеску. Снимем вторую турбину, корпус масляного фильтра, интеркулер. Снимем также сцепление, проводку, корпус топливного фильтра, всю топливную аппаратуру и компрессор. И затем разберем весь перед. Нам надо разобрать его полностью, двигатель. Так, разобрали мы правую сторону, полностью сняли корпус масляного и турбины. Разобрали так левую сторону, все открутили, компрессор, топливный корпус и проводку почти сняли. Теперь мы разбираем перед полностью и снимаем корзину сцепления. Сняли мы сцепление и разобрали перед вот до такого состояния. Сейчас мы поднимем двигатель, сольем масло и поставим его в вертикальном положении. Двигатель мы установили вот в такое вот положение. Вот у нас запчасти сняты. Теперь мы снимем интеркулер, поддон, промплиту.
Так, мы разобрали перед также. Разобрали здесь все. Открутили первую шестую шейку, шатунную и коренную одну среднюю. Коренные у нас вот в таком состоянии вкладыши. Первая шейка шатунная вот такого состояния, шестая чуть-чуть потерта. Вот, в принципе, в целом блок двигатель неплохой. Снимем еще маховик и кожу. И все. Вот, собственно, двигатель у нас разобранный. Осталось нам поснимать шестерни. Достанем отсюда еще поршня, коленвал. Промерим блок, коленвал. И на этом разборка у нас окончена. Также посмотрим масляный насос, открутим. И все. Двигатель у нас разобранный. Вот. 2 палета запчастей. Еще у нас головка есть, которую надо будет также посмотреть. Ну, понятно, что она трещина и течет антифриз. Но опрессовывать, не опрессовывать, это уже будем согласовывать с клиентом. Надо ли это, если и так все видно. Вот, по факту, де-факто, это замена самой ГБЦ. Здесь же гильза поршневая, все в норме. За исключением одного цилиндра, который немножечко с влагой. Все, на этом пока закончим.